Когда спасенный беременный золотистый ретривер был привезен в приют для животных, новая сотрудница Анастасия взяла на себя заботу о нем. Ветеринар уже сообщил Анастасии, что щенки на ультразвуковом исследовании выглядели ненормально. И все же, когда наконец настал день родов, она была совершенно ошеломлена коровьими щенками, которых родила золотистая ретривер. Как такое вообще возможно? Анастасия проснулась от громкого завывания, доносящегося снизу. Она знала, что это знак. Белла собиралась рожать. Она вскочила с постели и бросилась к питомнику спасенной золотистки. Они уже пережили так много вместе, и видеть ее в такой боли разбивало сердце Анастасии. Но сейчас не время жалеть Беллу, ведь Анастасии нужно было сосредоточиться на помощи в родах. Ей было любопытно. Ветеринар говорил, что это будут необычные щенки. Но что тогда это будет? Первый щенок. Он выглядел как корова. Какой на свете мог заменить Белле щенков? И что теперь делать Анастасии? Когда спустя 2 часа схваток первый щенок наконец стал показываться, Анастасия не могла поверить своим глазам. Ветеринар предупреждал ее, но она никогда не ожидала такого. Не редкость, когда спасенные с улицы собаки оказываются беременными, когда они приходят в приют. На улицах животные сводятся к своим основным инстинктам – выживанию и размножению. Однако редкость, когда приют хорошо оснащен для работы с беременными собаками. В этом конкретном приюте был ветеринар, с которым они работали, но ветеринар не был на месте. Так что, когда в приют пришла беременная золотистая ретривер, они не знали, как справиться с ситуацией. На тот момент в приюте уже не хватало сотрудников, а этой собаке, очевидно, требовалось много внимания. Могли ли они справиться с ней и со всеми другими задачами? Работа с собакой не закончится, как только она родит, потому что после появления щенков будет еще больше работы. Кроме того, один из старших техников почувствовал, что с этой беременностью что-то явно не так, и это нужно было выяснить срочно. На данный момент обсуждаются разные варианты решения этой ситуации. Некоторые из них, естественно, были более приятными, чем другие. Они рассматривали возможность отправить собаку в другой приют и поискать другого волонтера. Однако также рассматривали возможность эвтаназии. Это было печально, что такая грустная опция находилась на столе, но ее нужно было учитывать. Учитывая, насколько загружен был приют и сколько сотрудников им не хватало, большинство работников приюта склонялись к эвтаназии. Однако главной причиной, почему этой собаке оказали нужную помощь и внимание, была относительно новая и неопытная сотрудница приюта по имени Анастасия. Анастасия всегда испытывала слабость к животным, особенно к собакам. С раннего возраста она знала, что хочет работать с животными, и всегда мечтала стать ветеринаром. Она начала учиться на эту специальность и сделала все возможное. Однако ее жизненные цели изменились после опыта, который она получила во время гуманитарной поездки в Индонезию. В Америке Анастасия в основном видела счастливых собак, находящихся под отличным уходом своих владельцев. Но в Индонезии все было иначе, где истощенные и больные собаки бродили по улицам везде, куда бы она ни пошла. Она даже была там не для того, чтобы помочь собакам, а людям. Но видеть всех этих несчастных собак разбивало сердце Анастасии. Когда Анастасия вернулась домой в Штаты, она стала исследовать информацию о таких собаках и о том, как им помочь. К своему шоку она узнала, сколько бездомных собак вообще существует. Они были не только в маленьком городе, где она выросла, но и еще более распространены в большом городе неподалеку. С того момента Анастасия хотела только помогать этим щенкам. Когда ей исполнилось 18, она переехала в Бостон и подала заявку в приют для бездомных собак. Ее сразу приняли на работу в этом приюте, так как там не хватало сотрудников. Анастасия была полна надежды и решимости. Хотя это была лишь 2-я неделя Анастасии на работе, в приют пришла беременная золотистая ретривер, которую они назвали Белла, и они обсуждали, что с ней делать. Когда встал вопрос об эвтаназии, Анастасия решила вмешаться. Она не могла просто стоять в стороне и позволить эвтаназировать беременное животное из-за удобства. Анастасия предложила работать сверхурочно бесплатно,
чтобы завершить свои обычные обязанности и уделить всю дополнительную заботу Белле. Руководство очень оценило предложение Анастасии и передало Беллу под ее полное наблюдение. Анастасия решила взять Беллу домой на время, чтобы следить за ней всю ночь. В течение следующих нескольких недель Анастасия сновала между своим домом и приютом, работая одновременно на 2 работах. К счастью, она жила рядом с приютом, и ей помогал ее сосед по комнате, который также любил собак. Анастасия чувствовала, что делает что-то полезное, хотя это только усложняло ситуацию. Другие работники приюта старались помочь Анастасии справиться с ее задачами, чтобы немного облегчить ее жизнь и дать ей больше времени заботиться о Белле. Их тронуло ее посвящение и сочувствие к этой собаке. Однако возможности их помощи были ограничены, так как в приюте снова не хватало сотрудников. К сожалению, даже с помощью коллег Анастасия все еще испытывала трудности. В последние недели беременности у Беллы дела шли плохо. Анастасии пришлось много раз ездить к ветеринару с Беллой, в то время как она заботилась о ней. Это, конечно, добавляло стресса к и так сложной ситуации. Все поездки к ветеринару стоили Анастасии много времени и денег. Глубоко внутри она начала задаваться вопросом, стоит ли это всего. Что будет с Беллой и щенками, когда они зарождаются? У Анастасии не было денег, чтобы заботиться о них дольше. Она старалась не отпускать себя в разочарование. Анастасия старалась скрывать свои беспокойства о здоровье Беллы и финансах. Что было важно сейчас, так это здоровье Беллы и ее щенков. Ветеринару удалось стабилизировать состояние Беллы с помощью медикаментов, но, похоже, он был чрезмерно заинтересован в ультразвуковом исследовании, когда проверял щенков. Ветеринар не мог много увидеть на ультразвуке, но из того, что он увидел, он был почти уверен, что Белла не спала с другим золотистым ретривером, лабрадором или даже с чем-то близким к этому. Щенки выглядели странно. Очень странно. Анастасия была довольно уверена, что это невозможно, однако. Ветеринар в итоге показал фотографии ультразвука нескольким коллегам, но никто не мог точно определить, что же не так с этими щенками. Это начало волновать Анастасию. Значит ли это, что они нездоровы? Это действительно заставляло ее беспокоиться о том, сколько денег она вложила в это, если щенки собираются умереть. Учитывая, что Белла была уличной собакой, она могла быть беременной от практически любого животного, которое может спариваться с собаками. С чем же теперь столкнется Анастасия, когда эти щенки появятся на свет? Будут ли они вообще щенками? Анастасия была довольно уверена, что это невозможно, но ветеринар, казалось, был уверен, что это не собаки. Анастасия спросила, здоровы ли щенки, или что бы они ни были. Ветеринар успокоил ее, что хотя ультразвук выглядел странно, это все же дало хорошую индикацию того, что щенки в данный момент здоровы. Это было наиболее важным для Анастасии, и она могла найти утешение в этом, несмотря на все остальное. После того, как Анастасия привела Беллу домой с того визита к ветеринару, она знала, что это всего лишь вопрос дней, прежде чем Белла родит. Анастасия мудро взяла выходные с работы в приюте, потому что знала, что сейчас ее внимание должно быть сосредоточено на Белле. Все, что ветеринар видел, беспокоило Анастасию. Она знала, что должна быть с Беллой в это время. В течение этого времени Анастасия действительно начала чувствовать свою связь с Беллой все больше и больше, потому что даже несмотря на проблемы, животное все еще излучало любовь, и желание заботиться о Белле росло с каждым днем. Тем не менее, это также принесло с собой некоторые трудности. Поскольку Анастасия уже жила в маленькой квартире и едва могла прокормить себя, обеспечить Белле жизнь, которую она заслуживала, было настоящей борьбой. Не говоря уже о щенках, которых ожидала Белла. Анастасия не могла взять на себя столько собак. Но она любила Беллу и хотела помочь всем возможным способом. Но что Анастасия собиралась делать с щенками? Она могла разумно справиться только с Беллой, но не с щенками. Анастасия надеялась, что ей дадут немного больше времени, чтобы принять решение по этому поводу, но, к сожалению, это не так. Щенки приближались и скоро. В ту ночь у Беллы начались роды.
Анастасия надеялась, что когда это произойдет, то хотя бы в дневное время. Но в соответствии со всей другой неудачей, которую она испытывала в последнее время, Белла начала рожать в 2 часа ночи. К сожалению, надежды Анастасии были напрасны. Прежде чем лечь спать, Анастасия положила детский монитор в собачий вольер к Белле, чтобы она могла проснуться от криков Беллы, когда у той начнутся роды. Она знала, что время близится, но не могла оставаться бодрствующей круглый час в ожидании. Так что после того, как она поместила монитор в вольер, она пошла спать. Анастасия, естественно, крепко спала, когда у Беллы начались роды. Когда детский монитор вдруг начал громко завывать рядом с ухом Анастасии, ей понадобилось немного времени, чтобы понять, что происходит, и осознать, что она действительно проснулась и не видит сон. Она провела слишком много последних дней, достигнув полной усталости. Анастасия быстро надела старые спортивные штаны и старую футболку и пошла вниз. Это могло быстро стать неприятным. Когда Анастасия включила свет, она с облегчением увидела, что Белла все еще находится только на ранних стадиях родов. Анастасии нужно было применить навыки, которые она научилась в приюте. Язык Беллы выходил изо рта, и она тяжело дышала. Ее все тело двигалось с каждым толчком. Анастасия быстро пошла за полотенцами и ведром воды. Все предназначение вольера заключалось в том, чтобы содержать беспорядок под контролем. Но это не означало, что Анастасия не должна будет работать, чтобы предотвратить разрастание беспорядка. Она хотела помочь Белле всеми возможными способами, но также знала, что это в основном процесс, через который ей надо пройти одной. Она погладила Беллу по лицу и ясно дала понять, что она рядом, независимо от обстоятельств. После примерно получаса потуг Анастасия наконец начала видеть первого щенка. Волнение захватили Анастасию. Она все еще не знала, какого рода щенков собиралась родить Белла, так как понятия не имела, с какой собакой она спаривалась. Однако она собиралась узнать, и напряжение подстегивало ее интерес. Но волнение Анастасии быстро сменилось шоком, когда первый щенок Беллы наконец-то появился на свет. Эти пятна, этот нос, эти ноги. Анастасия задавалась вопросом, действительно ли это собака. Щенок не выглядел как любая собака, которую Анастасия когда-либо видела. Он больше всего напоминал крошечную теленка. Анастасия никогда не видела ни одной собаки, похожей на это. Но как это вообще возможно? Генетика собак иногда может быть странной, но щенки должны были хотя бы частично походить на Беллу, как ее мать. Они, безусловно, должны были выглядеть больше как Белла, чем сейчас, как коровы. Но у Анастасии не было времени волноваться об этом, так как впереди было еще много щенков или кто бы ни был, которых надо было благополучно привести в этот мир. Анастасия очистила первого сомнительного щенка и поместила его в сверток из полотенец, чтобы он оставался теплым, пока не подрастут его братья и сестры. Белла начала выталкивать следующего щенка, и что вы знаете, он выглядел совершенно так же, как первый, а следующий тоже. Почему все щенки выглядят как коровы? Часы. Анастасия ущипнула себя, чтобы убедиться, что она не спит, но если только она не мечтала о том, что она во сне, она, безусловно, была бодрствующей. В конце концов, после 2,5 часов родов, вся шершавая кучка того, что должно быть щенками, появилась на свет. Было 4:30 утра, и Анастасия все еще была уверена, что может видеть не то, что... Все щенки выглядели одинаково странно, но она не спала. Это определенно произошло. Не зная точно, что делать дальше, Анастасия решила не ложиться спать до конца ночи, чтобы следить за тем, что все животные пережили до того момента, когда она могла бы отвезти их в приют позже этой утром. Ветеринар, работающий в приюте, мог бы сказать ей больше об этом происходящем, хотя Анастасия надеялась, что он сможет. Когда ночь переходила в утро и солнце начинало вставать, Анастасия не могла оторвать взгляда от странных щенков. Действительно ли с ними что-то не так, или она просто показывает не то? Она очень надеялась, что ветеринар даст ей какие-то ответы.
Она также наполовину ожидала, что в любую минуту проснется и поймет, что это был только сон. Как только она смогла, Анастасия загрузила Беллу и сомнительных щенков в свою машину и поехала в приют. Она прибыла даже раньше, чем ветеринар. Анастасия просто не могла дождаться, чтобы наконец получить ясность, хотя это технически не было самым важным в данный момент. Действительно важным было то, что Белла и щенки были живы и выглядели здоровыми. Ветеринару сначала нужно было выполнить осмотр, чтобы подтвердить, что оценка здоровья Анастасии была верной. Когда ветеринар пришел и Анастасия отвела их в кабинет, ветеринар сначала приподнял бровь, прежде чем приступить к работе. Ветеринару удалось выяснить, что с Беллой все в порядке. Она все еще была очень уставшей и чуть-чуть обезвоженной, несмотря на максимальные усилия Анастасии. В основном она просто устала. Она переживет все это прекрасно, несмотря на прежние опасения. Однако затем пришло время щенков. Ветеринар понял беспокойство Анастасии, так как он тоже думал, что щенки выглядят очень странно, но в конечном итоге сумел установить, что вызвало это. Пятна, вероятно, были результатом спаривания Беллы с далматинцем с доминирующими генами. В конце концов, генетика собак может быть очень странной. Что касается странных особенностей, странных почти коровьих черт, это можно было объяснить тем, что щенки родились слишком рано. Практически на месяц раньше на самом деле. Не все в них полностью развилось. Но это, конечно, вызвало еще больше вопросов. Почему Белла родила так рано? У нее теперь было 7 недоразвитых щенков. Лучше всего ветеринару удалось выяснить, что любое травматическое событие, которое пережила Белла на улице, могло спровоцировать преждевременные роды, несмотря на всю заботу, которую Анастасия ей предоставила. Рождение щенков преждевременно также означало, что их здоровье под угрозой. Ветеринар уверил Анастасию, что они смогут оставаться под его заботой в приюте. К счастью, все щенки смогли выжить и развиться в полноценные здоровые щенки. Как только они были отброшены и стали достаточно взрослыми, их выставили на усыновление через приют. Каждый щенок нашел дом менее чем за 2 недели. Они перестали выглядеть как коровы и развились в милых далматинских ретриверов. Пока щенки, очевидно, пользовались популярностью среди семей, Белла была старой собакой, которая пережила много. Анастасия решила усыновить Беллу и подарить этой красивой и особенной собаке ту жизнь, которую она заслуживала. Анастасия все еще работает в приюте, и Белла часто присоединяется к ней время от времени, играя и разгоняя печаль у собак в приюте.